История, о которой я хочу рассказать, снова напомнила мне, насколько порода или внешний вид не гарантируют счастливой судьбы. Я узнал ее, когда приехал к знакомым в одно из подмосковных СНТ. Там уже несколько лет жил на улице кот, настоящий британец, окраса золотистая шиншилла. Красавец, каких мало. Оказалось, что этот кот когда-то жил в доме неподалеку. Но хозяйка выставила его на улицу, сославшись на аллергию. Она не стала искать для него новых хозяев, просто выгнала. Соседи жалели его, подкармливали, кто чем мог. Даже будку ему соорудили. В этой будке он и жил, и зимой в лютые морозы, и летом под палящим солнцем. Но прошлой зимой кот пережил настоящий кошмар. Сильные холода буквально загоняли его в отчаяние. Однажды он пришел на один из участков, где люди разожгли костер. Когда его потушили и вокруг осталась горячая вода, кот просто бросился в нее. Увидев это, люди не могли остаться равнодушными, забрали его в дом. Позже они рассказывали мне, что кот выглядел ужасно, истощенный, обезвоженный, изможденный. Когда ему дали воды, он пил без остановки, не в силах утолить жажду. Это напомнило мне, как зимой уличные кошки страдают больше всего. Они не едят снег, как собаки, и воды просто негде найти. Я решил, что не могу оставить все как есть. Забрал кота к себе, отвез к ветеринару. Там его осмотрели, провели обследование. Ему примерно 6 лет, несмотря на все невзгоды, здоровье оказалось терпимым. Я назвал его Коржиком, так ему подходит это имя. Коржик оказался удивительным созданием. Несмотря на то, через что ему пришлось пройти, он не озлобился. Напротив, он оказался нежным и трогательным. Шубка мягкая, как плюш, взгляд глубокий, почти человеческий. Возьмешь его на руки, он сидит спокойно, как ребенок. Но привычки уличной жизни пока дают о себе знать. Дома он первое время ложился на холодный пол, забивался под стулья или кровати. К людям подходил осторожно, словно боялся, что его снова прогонят. Хотя, если его гладили, было видно, как он радуется. Сейчас я стараюсь научить Коржика жизни в тепле и уюте. Он уже освоился, стал более уверенным и, кажется, начинает понимать, что здесь он в безопасности. Наблюдать за его преображением – отдельное удовольствие. Эта история научила меня многому. Красота, порода, внешние данные – все это ничего не значит, если рядом нет людей, готовых позаботиться. Мы, люди, в ответе за тех, кого приручили. И каждый из нас способен подарить тепло тому, кто в нем отчаянно нуждается.